Это был какой-то хаос. Она пыталась прокрасить, и когда мы стерли, там линия была вот такая вот. Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева. Сегодня на обучении я увидела, как мой ученик штрихует губы. Сейчас покажу. Но это такая тоже ошибка распространенная у новичков. Они, даже не думая, ее делают. Вот, допустим, наша губа, она полукруглая, по сути. Во всех своих отрезках она мягко полукруглая. И штрихи, которые совершала моя ученица, они вот были и такие, и выскакивали, и отходящие от контура, и вот просто и волны она создавала. То есть это был какой-то хаос. Она пыталась прокрасить, и когда мы стерли вот эту вот поверхность, я остановила ее, там линия была вот такая вот, абсолютно некрасивая, рваная. То есть вы должны научиться, во-первых, правильно натягивать кожу, это мы покажем, я сниму видео отдельное. А во-вторых, чтобы ваши штрихи, они все были по параллельной контуру и плавно закруглялись. То есть всегда можно научиться штриховать вот таким образом. От контура плотно-плотно вы поднимаетесь блоком к внутренней части губ слизистой. То есть в зависимости от выбранной яркости там и так далее, делайте нужное количество штрихов. И дальше ваше движение должно быть точно такое же, прям четко параллельное контуру на губах. То есть вы как бы продолжаете эту линию дальше. Ни в коем случае она не должна идти в сторону внешнюю. Таким образом вы создадите неравномерную там пятнистую дымку, она не нужна. Вы даже можете вот просто остановиться и медленно помахать у контура, поймать вот это движение полукруглое. И потом ускориться, чтобы не наделать полосок. И дальше штриховать уже уверенно с одним вот этим правильным направлением. Потому что линия у контура должна быть идеальна. Она должна вся быть вот идеально ровной, плотно прокрашенной, но она не должна быть вот таким вот контуром, который живет отдельно от основной площади губ. Если вдруг у вас нечаянно рука сорвалась и вы сделали штрих где-то вне зоны, если вы его не повторите, у вас не останется, просто не приживется ничего. Лучше переставьте руки, сделайте себе движение более удобным и начинайте в нужном месте. Точно так же я задавала вопрос своей студентке, почему у нее создалась вот такая волна примерно, вот у нее прям ненужная совершенно вот такая волна. Она сказала, я чиркнула и решила уже вот исправить и закрасить ее, раз я чиркнула там. То есть если вы создали ошибку где-то, нечаянно рукой махнули не там, если вы ее несколько раз не зафиксируете, не пройдете еще раз, то, скорее всего, она просто не приживется. Этот ваш штрих, это ваша ошибка, она так и останется ерундой. Но если вы снова и снова пройдете прокрасить, то это уже будет плохо. И опять-таки надо правильно натягивать кожу, чтобы линия была максимально ровной. Если это у вас арки Купидона на губах, тут большой штрих не сделаешь, и есть риск, делая большой штрих, изменить, исказить форму. На самом деле арка Купидона это по сути треугольник со сглаженной вершиной соотносительно. У кого-то она более острая, у кого-то она более пологая. Поэтому, в принципе, и штриховать вы должны тоже, работая как на прямой линии, такими же блоками. То есть вот эту часть я проштриховываю на себя. Тут главное, основное, чтобы вы положили штрихи прям идеально, правильно. И потом я поднимаюсь и иду к вершине с другой стороны. Главное не выскочить, чтобы не съесть или не удлинить, или не укоротить одну из сторон. Они должны быть все так же абсолютно идеальны. Таким вот образом примерно вы можете создать идеальную. Итак, вот это вот углубление, оно должно быть идеально четким, хорошо прокрашенным. И как показывает моя практика, вот эта часть, она у клиентов у всех самая чувствительная. Поэтому здесь надо работать максимально идеально, чтобы много раз не возвращаться и чтобы не доставлять дискомфорт клиенту.